Госслужащих лишат пенсий. Вчера прошло очередное представление актера Погорелого театра. Лукашенко в один день успел проехаться по всем, кого назначил своими личными врагами. И начал с опальных послов и депутатов, внеся изменения в собственный указ о содержании госслужащих. Согласно первоначальной редакции, топовым чиновникам пенсионного возраста были положены ежемесячные дополнительные выплаты, практически равные размеру оклада. Теперь такие пособия не смогут получать госслужащие, которых лишат чинов и званий за их гражданскую позицию. Очевидно, что таким образом самодержец решил одновременно убить двух зайцев и наказать неудобных чиновников, которые переходят на сторону свободных белорусов, и напугать тех, кто еще не разбежался. А опасаться последним есть чего, ведь долгие годы выполнять преступные приказы, заслужить всенародное презрение и на пенсии получить кукиш от своего любимого руководителя – это весьма печальное завершение бесславной карьеры. Изменения в указ вступили в силу уже сегодня. Суть заключается в наведении порядка в Минске. На этом новости из палаты не заканчиваются. Свою порцию государева гнева получили также Евросоюз и Канада, которые ранее ввели санкции против отдельных пособников режима. Самодержец подумал, что будет хорошей идеей сочинить свой ответ Чемберлену, и подготовил список контрсанкций. Вот только конкретные имена тех, кто в него попал, раскрывать не спешит, прикрываясь некой дипломатической корректностью. Что ж, судя по всему, Джастин Трюдо еще долго не сможет насладиться восхитительными видами Минского моря. Хватит терпеть это издевательство. Вполне ожидаемо досталось от нелегитимного и всем свободным белорусам. Место траура, где убивали Романа Бондаренко, он назвал издевательским. Ишь, кладбище в Минске устроили. А создатели мемориала и вовсе назвал разжигателями гражданской войны. Поэтому перед Качановой была поставлена сложнейшая задача – в течение недели навести в городе порядок. Главное, чтобы верноподданная не прибегла к старым методам, когда в Куропатах на месте гибели тысяч жертв сталинских репрессий бульдозерами из земли вырывали кресты. Медик, защити себя сам. Такой циничный подход по отношению к своим подчиненным применяют руководители некоторых региональных медучреждений. Так, заведующие главные медсестры Аршанской стоматологической поликлиники не обеспечивают персонал средствами индивидуальной защиты в должной мере. Врачам поликлиники катастрофически не хватает даже элементарного – перчаток. Однако на любые замечания по данному поводу со стороны руководства следует один ответ – работники должны сами позаботиться, как обезопасить себя и своих пациентов. Для тех, кого такой подход не устраивает, выход предлагается простой – уволиться по статье. Похожая ситуация наблюдается и в Бобруйской поликлинике номер 7. Ею руководит депутат городского совета Ирина Нецветаева. Явно не народом избранная чиновница отказывается обеспечивать спецодеждой и другими средствами защиты своих сотрудников, которые контактируют с вирусными больными. Все это они покупают за свои собственные деньги. Любопытно, что когда на днях в эту поликлинику пришли ревизоры из Минздрава, казенные СИЗы волшебным образом отыскались в достаточном объеме. Очевидно, что такая ситуация характерна для многих медучреждений, ведь во главу угла в лукашенковской Беларуси ставится показуха, а не забота о людях. За насилие должны платить госпредприятия. Самодержец решил закрыть дыры своего правления за счет предприятий. Около 50 организаций обязаны перечислить в бюджет страны часть своих доходов, полученных в первой половине 2020 года. И сделать это в течение 2 месяцев равными долями не позднее 25 числа. Контролировать перечисленные средства будут государственные органы, выступающие учредителями предприятий. Больше всех заплатит Гродненская табачная фабрика «Неман». Карман диктатора она пополнит на сумму в 26,5 миллионов рублей. 4 других предприятия из списка заплатят в казну 1 миллион и более белорусских рублей. У остальных эта сумма выглядит поскромнее. Похоже, денег на содержание преступников, которые убивают, пытают и насилуют мирных белорусов, у агрофюрера совсем не осталось. Надеемся, что до раскулачивания в нашей стране не дойдет. Финансовая изоляция диктатора. Поддержать санкции против компаний, связанных с Лукашенко, и госпредприятий, увольняющих рабочих за забастовки. С таким призывом выступила Светлана Тихановская на сегодняшней встрече с главой МИД Швеции Ан Линде. Уже завтра ЕС сможет рассмотреть значительное расширение санкционного списка и выделение 24 миллионов евро для помощи белорусскому обществу и 3,5 миллиона евро для независимых медиа и жертв репрессий. В Европарламенте также
также начали сбор подписей за перенос чемпионата мира по хоккею из Минска. А чтобы наверняка ударить по режиму, Европейский банк реконструкции и развития на фоне внутриполитической ситуации в нашей стране уже прекратил финансировать белорусские госпроекты. А ранее заключенные сделки банк будет стремиться завершить как можно скорее. При этом инвестировать в проекты частного сектора Беларуси он продолжит. Лукашенко шантажирует студентов. Администрация Белорусского государственного медицинского университета начала массовую рассылку СМС-сообщений о том, что всех отчисленных за время протестов студентов восстановят, якобы с поручения главы карательной армии Александра Лукашенко. Естественно, большинство студентов на так называемый диалог не согласилось, потому что условием восстановления в списке учащихся были выдвинуты следующие: публично извиниться и пообещать молчать. Это значит, что обучение можно будет продолжить только после выполнения требований вуза. В свою очередь, студенты напоминают руководству университета, что в ряды учащихся они вернутся только после того, как в стране будут проведены новые честные выборы, когда на свободу выйдут все политзаключенные и когда за насилие над мирными протестующими так называемые силовики будут привлечены к ответственности. Всего за время протестов из БГМУ было отчислено более 20 студентов. Некоторые из них по специальной программе уже уехали учиться за границу. Вот и получается, что в результате запугивания студентов Лукашенко получил не дрожащую от страха молодежь, а потерю квалифицированных кадров. Хроническая утечка мозгов. Пока приспешники нелегитимного бахвалятся своим экономическим чудом, но создают все условия, чтобы людям хотелось бежать из анклава стабильности, власти соседней страны озаботились нехваткой квалифицированных кадров. В Польше уже подготовлен законопроект, согласно которому трудоустройство для медиков и представителей IT-сектора будет упрощено. Так, трудоустроиться без разрешения на работу смогут белорусские специалисты, приезжающие по гуманитарной визе или визе, которая предназначена для компаний, перемещающих свой бизнес. При этом еще вчера был возобновлен прием документов во все визовые центры Польши в Беларуси. А самодержец с бараньим упорством продолжает изображать хорошую мину при плохой игре. Мол, медиков у нас хватает, а тех, что уехали, назад не пустим. Видимо, когда все врачи в стране закончатся, лечить людей прикажут ОМОНу. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. До встречи завтра и живе Беларусь!